Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Ну что, Василий Петрович, готовы к дебатам? Практически. А у меня для вас сюрприз. Какой? Задокументированные грехи ваших будущих соперников. Боюсь даже спросить, откуда? Из моей личной коллекции. Кто-то коллекционирует марки, кто-то автомобили. А я информацию. Вы опасный человек. Я? Нет. Я очень добрый, ранимый. Просто у меня на всех есть компромат. И на вас тоже. Шучу. Смешно. Спокойной ночи. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У Василия Петровича все просто. Он Д'Артаньян, остальные подонки. Возомнил себя единственным в Украине мессией, самым честным в стране человеком. Но я тоже из народа. И ни одного дня не пробыл во власти. И точно так же с трудом собирал деньги на взнос. Вот только я их не просил, а зарабатывал своим умом. Я хочу уточнить для телезрителей. Патент на ваш гидроскальпель был куплен европейскими клиниками, правильно? Все правильно. За годы медицинской практики я спас не одну жизнь. И вот теперь пришло время спасти всю Украину. Вот такая вот получается интересная дилемма, да? Наконец-то в Украине есть из кого выбирать. Есть два кандидата, оба честные, оба из народа. Вот только при всем уважении, Василий Петрович, мне кажется, что президент-учитель подойдет больше благополучной, спокойной Швеции. А Украине как раз нужен президент-доктор, который мог бы вылечить ее экономику, который мог бы реанимировать ее социальную сферу. Что вы думаете по этому поводу? Что вы скажете? А что сказать? Честно говоря, я не держусь за кресло президента, никогда не держался. Готов уступить, пожалуйста. Я буду рад, если во власти появится кристально честный человек. Но ведь в чем проблема? У нас в стране дефицит честных людей. Ну, знаете, это уже популизм. Если вы оперируете какими-то фактами, пожалуйста, предоставьте факты. Я для этого и пришел. Есть факт. Серег, дай, пожалуйста. У нас есть точные данные, подтверждающие, что господина Карасюка полностью спонсирует олигарх Немчук. Это правда, обратите внимание на экран. Некая кипрская компания Linas Capital, бенефициарами которой является господин Немчук и по роковой случайности супруга господина Карасюка Ольга Карасюк, ежемесячно жертвуют десятки миллионов долларов на счет фракции Карасюка. Взагалі-то це світова практика. Да, действительно, никакого криминала в этом нет. Олигарх Немчук, он имеет право поддерживать любую политическую силу безвозмездно. Если бы не одно «но». Обратите внимание на копию следующего документа. Дело в том, что даты транзакций полностью совпадают с датами заседаний Верховной Рады Украины, на которых фракция Карасюка в полном составе единогласно голосует за нужные Немчуку законы. Это возмутительно. Сергей Леонидович просто разбил мне сердце. Можно дополнить? Да, пожалуйста. Жанна Юрьевна Борисенко спонсируется компанией IPN, которая принадлежит олигарху Маматову. Эта же компания оплатила ее избирательный взнос. Эта же компания выигрывала тендеры Минздрава с 2011 по 2013 год. И вот еще одно случайное совпадение. Эта же женщина, Жанна Юрьевна Борисенко, в этот период с 11 по 13 год была кем? Естественно, министром здравоохранения Украины. Но если это правда, это преступление. А это не все преступления этих людей. А у господина Немчука есть новый проект. Это спикер Верховной Рады Худобяк. А у господина Маматова есть тоже новый проект. Это мэр города Запорожья. И мы абсолютно уверены, в нужный момент они отдадут свои голоса, куда им скажут. Ну что ж, безусловно, это сенсационный материал, но поймите, это игра в одни ворота. Вам не могут ответить те люди, которых вы сейчас обвиняете. И еще одно. Вы забыли о своем оппоненте. Скажите, пожалуйста, в чем между вами разница? Между обыкновенным учителем и обыкновенным хирургом? А разница вот какая. У меня нет счета, на котором 10 миллионов долларов от господина Немчука. Что? Да обратите внимание на экран.
Во-первых, это ложь. Это наглая фальсификация. Я буду с вами судиться. Правильно сделаете. Как минимум, у вас есть деньги на адвоката. Нужно подключать каналы, интернет, опровергать все предъявы, все отрицать. Чем громче отрицать, тем больше похоже на правду. Ну тогда молчать, морозиться, ждать, что оно все само устаканится. Пока устаканится, Колобородько уже будет принимать присягу. Что делать, Андрей? Что делать? Нужно как-то отвлечь, напустить дыма. Поджечь торфяники? Рустем, вообще-то это была аллегория. Снять неприкосновенность. С кого? Да хоть со всей фракции Ройзмана. Зачем нам нужен этот балласт? Кинуть кость. И что, думаешь, схавают? Тупому народу все равно, что обсуждать. Офшоры кандидатов в президенты или голую задницу на Евровидении. Рустем, скажи, а тебе не обидно? За Евровидение? За то, что мы с тобой в роли догоняющих. Ну так сложилась ситуация. Значит, нужно исправлять ситуацию. Как? Сказать народу правду. Какую правду? Шокирующую. Голобородько – мой проект. Бред. Я бы в это никогда не поверил. А тебе и не надо. А вот Василий Голобородько на свадьбе дочери олигарха Немчука. Также по достоверной информации источника известно, что у Голобородько есть яхта, банковский счет на Кипре и Ламборгини, а в узких кругах его называют Васька Офшор. Поговаривают, что жадности и аппетитам этого якобы учителя просто нет предела. Что за люди? Ни стыда, ни совести. Да, ни стыда, ни совести, сынок. Руки! В чем дело, пап? У меня к тебе два вопроса. Первый. Что ты делал на свадьбе у олигарха? Не мямлить. Это была спецоперация. Какая? С Юрием Ивановичем я тебе говорила. Откуда ты знаешь? Ну, неважно, принято. Санин врать не будет. Второй вопрос. Банковские счета, яхта, Ламборджини. Это правда? Пап, ты Не папкой. В глаза смотри. Что ты к нему пристал? Посмотри, где он, а где Ламборджини. Вот именно. Вот именно. Там мозги нужно иметь, чтобы вести двойную жизнь, а не педагогическое образование. Немного даже обидно. Ты прекрасно знаешь мои принципы. В этой жизни я уже больше ничему не удивляюсь. Пап, я честный человек. Вот хоть этим ты можешь гордиться. Ну, допустим, тут гордиться нечем. Но если хоть 1% из этого окажется правдой, я лично тебя задушу. И вот этим буду несказанно гордиться. И правильно сделаешь. Все, мы закончили? Можно я поем? Спасибо. Вася! Спасибо. Приятного аппетита. Порадовали семейным завтраком. Я побежал. Моя сосиска. Офшор! Ты шо? Проверочка. Если бы обернулся, я пылу. Сюжет сработал, Голобородько потерял 8%. А мы? Карасюк не вырос ни на пункт. Я думал, когда одно тело тонет, другое должно всплывать. В нашем случае тонет доверие избирателей, они уже не знают, за кого голосовать. Ну так давай внуши им мысль, что Карасюк лучший из худших. Сложная задача. А есть другие предложения? По-моему, пришло время передать ему голоса худобяка. Ты с дуба рухнул? Чтобы этим подтвердить обвинение Голобородько? А я думаю, что Маматова это не остановит, и мэр передаст голоса Жанне. Рустем, а как ты относишься к свингу? Нет, при чем здесь твоя жена? Я имею в виду политический свинг. И что, будем продолжать терять? После нашего вскрытия Жанна и Карасюк упали на 14 пунктов. Нет, ты сравнил. А там железные факты, доказательства. А у этих что? По-быстрому состряпанная киселевщина. Да, и люди поверили, что Василий Петрович – проект Немчука. И из-за чего? Из-за того, что он якобы был на свадьбе. Не якобы, а был. Ну так он же не по своей воле был. Это идея Юрия Ивановича. Хорошо, давай расскажем об этом народу. Да вы что? Этого нельзя рассказывать. Правда? Вот спасибо. Значит так, собирай журналистов, поедем к ЦВК. Надо дать опровержение. Ваня, едем на ВДНХ. Понял. Мы не можем оправдываться. Поехали в суд. Подадим иск за клевету.
Выставим 1 миллион за моральный ущерб. Проведем экспертизу, докажем, что видео подлинное, да? Ну а что делать? Думать. И никак не реагировать. Жить обычной жизнью. Что у нас по плану? Встреча с молодежью на платформе. Вот, едем на платформу. Ваня, на Да платформу. нет, на какая платформа? Я тебе говорю, на ВДНХ мы Нет, мы едем сейчас на Нет, платформу, мы мы не едем можем на ехать. ВДНХ. Ты честно Ваня, разговариваешь послушай таким тоном? Не женщину ори, пожалуйста. и сделай Ваня, наоборот. не слушай его, мы едем на... Слушайте, можете орать сколько угодно, но мы уже приехали. В смысле? В смысле? Соляра кончилась. Так вот, заправка впереди. Это что, проблема? Ну, как бы да. Потому что денег как бы и нет. Это как бы трындец. Посередній президент та нікудишній пророк. Сьогодні гучні заяви та прогнози колишнього гаранта, а нині кандидата Василя Голобородька щодо передачі голосів не справдилися. Я вірю в цю жінку. Вона гідна очолити армію нескорених. Єднаємося. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів і прошу підтримати кандидатуру Сергія Леонідовича. Щоб жити краще. Це ще раз доводить, що закиди про приналежність кандидатів Борисенко та Карасюка до олігархічних структур є лише плоди хворої фантазії Голобородько. У нас в стране столько проблем, что любому президенту просто не хватит рук. Любому другому, но не мне. Этими руками я уменьшу налоги. Этими руками я увеличу ВВП. Этими руками я подниму экономику. Я спасу Украину. Моих рук хватит на всех. Жанна Борисенко. Она спасет. Як казав мій дід Гончар, кожному горщик, а в горщику борщик. Я зліплю вам долар по 8, зліплю доступне житло, міцну армію та хороші дороги. Досить м'яти гліну, зліпи Україну. Обирай Карасюка, щоб жити краще. Василь Петрович Голобородько досі ніяк не прокоментував свої особисті зв'язки з олігархом Німчуком. Проте з офіційною заявою з цього приводу вже виступила екс-голова НБУ Ольга Міщенко. Василий Петрович проект Немчука? Это просто смешно. Он не мог взять даже коробку конфет, когда был учителем. А вы говорите о каких-то миллионных гонорарах и яхтах. Как объяснить его присутствие на свадьбе у дочери Немчука? Он там присутствовал со стороны жениха, потому что это его бывший ученик. Конечно, теперь нынешний зять олигарха будет отрицать это знакомство. И вообще, я не совсем понимаю, почему все выводы строится на основании одного видео. Неужели, если бы Василий Петрович был проектом Немчука, на него не нашлось бы более серьезного компромата? В комментариях идет позитивная волна. Кажется, наше падение остановилось. Из-за одного заявления? Подсознательно люди не хотят верить в худшее. Они ждали опровержения, и они его получили. Слова Ольги Юрьевны звучат очень убедительно. Да, но это как бы неправда. А то, что ты проект Немчука, это правда? Все, Вася, хватит. Василий Петрович, выдыхайте. Ну что, решили свою фигню? А теперь давайте решать главную проблему. Какую? Как какую? Я на соляру всю тещину пенсию потратил. А человек, между прочим, на похороны собирал. Может, хорошо? Поживет человек. Не, ребята, деньги надо вернуть. Опаздываешь? Извините, бюрократия. А личного распоряжения премьер-министра тебе недостаточно? Ну, что стоишь? Ну что, Анна Михайловна, отдохнули? Пора за работу. Прошу. Хорошо. Ну что, мы завтракать будем? О, как спалось, коллега? Мальчики кровавые не мучили. Тебе доброе утро. Садитесь жрать, Анасис.
Ну что? Дай миллион. Господи. Дай миллион. А, не смешно. Ну, пропусти, взрослый человек. Скорее, отбився причем. Анька! А что ты говоришь, что она на стажировке Я в Канаде? подтверждаю, что господин Голобородько не просто проект Немчука, он является его полноценным бизнес-партнером. Вся империя господина Немчука находилась под крышей Голобородько. Президент же, в свою очередь, за эту помощь получал долю на офшорные счета. Также, помимо недвижимости за границей, яхт и самолетов, у меня имеются сведения, что у него есть личный остров в Тихом океане. Ну откуда у вас такие сведения? Последние полгода господин Голобородько времени зря не терял. Это голословное обвинение. Подскажите, пожалуйста, откуда у вас такие У сведения? вас хоть какие-то доказательства есть? Да, конечно. Как раз сейчас я к ним перехожу. Пожалуйста. Как вы видите, эти двое не просто знакомы, между ними близкая дружба. Я думаю, что больше ни у кого не возникнет вопросов, за какие деньги велась и ведется предвыборная кампания Василия Голобородько. Самое время что-то сказать. А что сказать? Я не знаю, как на это реагировать. Я знаю. Пап, перестань. Пап, ты взрослый человек. Пап, успокойся. Папа, это называется черный пиар. Гадство, вот как это называется. В моем доме все эти годы. Цепись от меня! Иуда! Пап, ты кому больше Открой веришь? дверь! Родному сыну или ящику? Сумасшедший! Света, успокой своего полоумного отца! Что ты молчишь? А что тут скажешь? Гнида ты, Вася. Я? $300 не хватало Наташке для того, чтобы на бюджет Это поставить. что, да? Даже до старости узнать, что родной сын. Крыса! А? Мы тут последний карась без соли доедаем, а он миллионы какие. Какие миллионы? Молчал только, прикидывался. А? Еще деньги у меня клянчил. Уликянус. Янус двуликий! Не пререкайся с отцом, выродок. Почему я бы... Свет, вызывай скорую! Скорую, человеку плохо! Ты же нормальная. Ты хоть понимаешь, что это заказуха? Меня топят конкуренты! Это я тебя сейчас ступлю. Я всю жизнь езжу на гнилом корыте. Я 12 лет не был в Трусковце. Я, может, жениться мог во второй раз. Свет, во всем себе отказывал. А у него, оказывается, остров. Ты только вдумайся. А я всю жизнь на этой железке гробаной. Здоровья, понимаешь, уже никакого нет. Какое у тебя здоровье было? Молодость проверни. Чего не было, ты его не вернешь. Сукин сын. Жадный гоблин! Кучерявая швабра! 25 тысяч верни. С тобой не соскучишься. Это я тебе точно говорю. Ну, и как это понимать? Что? Он в самом деле твой проект? Завидуешь? Удивляюсь. Запоздалое удивление. Я же тебе еще вчера про это сказал. Вчера я думал, что это шутка. Значит, прими сегодня это как данность. Значит, ты подтверждаешь. А ты что, не веришь? Как-то не срастается. Твой инсульт, слив Карасюка, просранный кредит. Так, может, я мазохист? Или идиот. Ну, мы-то с тобой прекрасно знаем, что это не так. А я сразу догадался, что это туфта. Галимый монтаж. Голобородько не может быть твоим проектом, правильно? Правильно. Я тебя серьезно спрашиваю. Продажная тварь, а мы тебе верили, скотина. Гори в аду, голобоблочка. Верни 200 гривен, которые я сбросил по краудфандингу. С матами зачитывать? Не надо. Ну, тогда все остальные 2000 комментов с матами. А, не, вот есть какой-то позитивчик.
Не факт, что видео настоящее. Васю могли отрезать и приклеить к Немчуку. Это грязная промо-акция. Что? Промо-акция? Ну, наверное, человек хотел написать провокацию. Так а я как написал? Так это ты написал, господи. Это катастрофа. К вечеру мы будем на 5-м месте. Подожди, стой. Сейчас реально, может быть, наш армянский друг-филолог и прав. Сейчас просто такие технологии, можно смонтировать все, что угодно. Да нет, Сереж, ну видно, это не смонтировано. Так а что он тогда реально тусил с Немчуком? Может, реально у меня амнезия? Не, ну серьезно, все может быть. Может, я не помню, что я делаю. Или накачали меня препаратами. Ты еще скажи, что это синдром Ганзера. Не сходи с ума, Ваша. Где мой телефон? Может, я взял твой телефон? Я тебе говорю, да? угомонись. Не помню. Не, это кто сделал? Кто втыкнул чайник? У меня тут телефон заряжался. Это я чай делал. Я не знаю, как у вас в Армении, а у нас можно одновременно и чай делать, и телефон заряжать. Для этого просто нужен тройник, понимаешь? Тройник! Надо же, рисованная, а? Слушай, ну у тебя есть спецы, один в один. Только на 2 сантиметра выше и на 3 года младше. Двойник. Ух ты! А ну-ка, скажи мне, когда вы сдохнете, что у вас на могиле будет написано? Когда вы сдохнете, что у вас на могиле будет написано? Ничего. Ничего. Молодец! Слушай, мне нравится. А? Подари, мне такой втир нужен. А? Не могу. Эксклюзивный вариант. А ну-ка. Он же косой. Ну, это исправимо. Он тренируется. Да. Видишь, покажи. Больше не могу. Ну, расслабься, расслабься. Молодец. Молодец. Тренируюсь. Пока 23 секунды мой рекорд. К вам премьер-министр. Приглашай. Будет ему сюрприз. Гриша, включи-ка сейчас Голобородько. Приветствую. Ну вот все в сборе. Президент, премьер-министр, теневое правительство. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Привет, Гриша. Вы что, знакомы? Конечно. Это мой одноклассник. Шучу. Однокурсник. Тоже шучу. Я его выбирал. Можно сказать, я его прародитель. Я тогда еще Юрию Ивановичу сказал, нужно создать резервную копию. Ты сколько сейчас держишь? 23 секунды. Ну, надо поработать, Андрей Николаевич. Гриша, иди поработай, поработай. Да. Извините. А может быть, мы Шарикову двойника найдем? На базаре таких рож сколько хочешь. Такую наглую не найдете. Андрей Николаевич, я могу узнать ваши планы насчет клона президента? Гриша сделал свое дело. Гриша может отдохнуть. Ну, а Голобородько теперь пускай отмазывается. То есть вы сбрасываете карты? Не вижу больше комбинаций. Ага. А если такая комбинация? Бывший президент заявляет, что выходит из гонки и отдает все свои голоса честным кандидатам, которых до этого обвинили в связях с олигархами. И выбывает из поля зрения. Шариков, ты что думаешь? Настоящий Голобородько в это время будет молчать? Настоящий Голобородько должен замолчать навсегда. Странно, что мне нужно объяснять вам элементарные вещи. А если всплывет? У меня не всплывет. Я гарантирую. Эй, кандидат! Ты работать собираешься? Кто будет электорат охмурять? Иди одевайся, завтракай. Не хочу. Здрасте, дядь Петр. Здорово, Муха. Молоко будешь? Не, спасибо. А где Петрович?
Да вон стоит, сублимирует. Где? Вась! Вась! Вась, ты где? Доброе утро, папуль. О, молочко. Козье, моя любимая. С каких это пор? С детства. Ты забыл? Сирун, привет. Привет. Ну все, папуль, мы поехали. Какой тебе Серун? Ты что, мало отгреб за это в 8 классе? Прости, пожалуйста. День такой сегодня тяжелый. Странный ты какой-то, Вань. Пока, Вася.